5 правил в общении с мужчиной в переписке. Достаточно интересная тема, мне кажется, для любой женщины, которая хочет, чтобы эта переписка перешла не только в какой-то затянутый процесс обмена сообщениями, но привела вас еще и к реальным встречам, ухаживаниям, отношениям, а может быть к рождению детей и созданию семьи. Хотя надо сначала наоборот, сначала семью создать, а потом детей рожать. Если досмотрите видео до конца, 5-е правило, о котором я расскажу, сносит крышу абсолютно любому мужчине. Вот каким бы он ни был. Начиная от сантехника и заканчивая депутатом Государственной Думы. Самому достойному, самому успешному мужчине. И многие девушки вообще не пользуются этим. Даже не подозревают, что подобный формат взаимоотношений с мужчиной, о котором я расскажу в 5-м правиле, может действительно улучшить отношения. Мужчина будет хотеть общаться сам. Он будет постоянно тянуться. Давай, пиши, встречаемся, ухаживаем, цветы. Так что будьте внимательны. Итак, правило 1. Переписка должна быть конкретизированной. Что такое конкретизированная переписка? Это когда вы с мужчиной обсуждаете какую-то конкретную тему, где можно прийти к подведению итогов, сделать выводы, высказать, например, свою точку зрения, выслушать мужчину. То есть, есть начало обсуждения темы, есть концовка темы. А очень часто девушки что делают? Я вам приведу такой пример. Одна девушка приходит ко мне и говорит: Марк, у меня все переписки с мужчинами затягиваются, и мы не переходим к реальным встречам. Я говорю: давай посмотрим твои переписки. Она достает телефон, показывает общение вообще ни о чем. Вот в мире женщин это нормально, когда вы пишете своей подруге: ой, была сегодня в магазине, купила себе пузырьки там какие-то для ванной. А она говорит: а я, представляешь, сегодня чай заказала там в кофейне какой-то, а мне вместо чая какао подали. И вот вы прыгаете с темы на тему. То есть для женской психики, для женской психологии, для вашего мышления это нормально. И когда вы приглашаете мужчину в свой эмоциональный мир в переписке, он как бы в принципе вроде бы и не против. Но если он к этому привыкнет, он никогда не будет звать вас на встречи. Он никогда не будет встречаться с вами. Он никогда не будет приглашать вас в рестораны, там, в кино, ухаживать. Почему? Потому что он не чувствует от вас никакой потребности, никакого желания. Если вы пишете мужчине, либо он вам написал первый, неважно, кто кому написал, старайтесь выводить все какое-то в конкретное русло. То есть к чему? Давай встретимся, давай проведем вместе вечер, давай пойдем в кинотеатр. И в этом нет ничего страшного, когда женщина прямо говорит мужчине о том, чего она хочет. Это, знаете, тоже у меня часто с девушками там, на лекциях различных, на вебинарах мы обсуждаем этот вопрос. Как мужчине там намекнуть, куда мне хотелось бы пойти с ним. Да я хочу пойти в ресторан, где готовят вкусные там роллы, например, либо пиццу вкусную делают, либо в какой-то другой ресторан, там стейк хочу съесть. Как ему сказать об этом? Прямо. Да, то есть не нужно придумывать какую-то историю. Ну, понятно, что не нужно говорить: отведи меня в стейкхаус. Нет. Ты знаешь, я уже неделю мечтаю съесть сырое недожаренное мясо с кровью. Ну и все, ну и сказала. Но сообщения от вас должны быть конкретными. То есть вы не просто поговорили ни о чем. А знаете еще, как девушки часто делают? Вы пишете мужчине, либо мужчина вам написал, начинаете общаться. И на каком-то сообщении раз и пропадаете из пространства мужского. Или он пропадает. И никто никому больше ничего не пишет. А для чего вы списались? А для чего вы столько времени вообще проводили, потратили на то, чтобы нажимать пальцем на эти буквы? Конкретика. Если вы понимаете, что вы хотите на встречу с мужчиной, надо об этом говорить. И здесь важно также понимать для себя. Если вы, например, чувствуете, что даже несмотря на то, что вы даете конкретику мужчине, он постоянно сливается, ну, значит, вам не надо с ним больше переписываться. Нужно просто поставить точку и отправить его в черный список. Раз намекнули, 2 намекнули, конкретно сказали, еще раз конкретно сказали. Он не реагирует. Это не ваш мужчина. Это не ваш. Это какой-то виртуальный воскресший Пушкин. Вот пускай он находит себе свою пассию какую-то, музу, и ей там рассказывает годами в переписке, какой он деловой. Второе правило очень важно. Это личные границы в переписке. Многие женщины вообще об этом не думают. Например, вам можно написать в любое время дня и ночи. Мужчина берет там, в 2 часа ночи,
присылает вам сообщение, либо начинает отправлять сообщение. Вы в этот момент уже спите, а может быть готовитесь ложиться спать. Может быть у вас какие-то там, не знаю, личные процедуры, мероприятия, медитация. И ошибка в чем? В том, что вы подрываетесь, хватаете телефон и начинаете мужчине отвечать. Нет, нет, не сплюнь, ты что-то не помешал. Да что ты, нет, 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 я как раз таки вот только вышла из душа. Да нет, я тут читаю, да нет, нет. У вас должны быть четко очерченные границы. Тем более, если только начальная стадия отношений, вы только переписываетесь там с мужчиной, общаетесь, еще особо в принципе не знакомы друг другу, он должен уже с самого начала учиться тому, что у вас есть ваши границы личного пространства. И подобные вещи, они проговариваются. То есть вы можете прямо мужчине написать и сказать об этом. Ты знаешь, как бы я на связи там до 22:00. Потом я ложусь спать, потому что мне нужно рано вставать, на тренировку идти, либо ехать на работу. Поэтому, как бы вот, там, не знаю, с 10:00 до 20:00, я там, до 22:00 могу переписываться. Либо выберите для себя удобное время. Когда вы на работе, чтобы вас не отвлекали. Когда вы занимаетесь своими делами. И опять же таки, возвращаясь к пункту номер 1. Для чего эти сообщения в такое время? Давайте подумаем просто. Вот представьте себе мужчину, который пишет в 3 часа ночи. Чем он занят? Он либо бухает, сидит с друзьями где-то, и у него там в голову вискарь бомбанул, и он начинает спамить. Я вас уверяю, скорее всего, вы там не одна, кому он написал в 3 часа ночи. Либо он грустненький лежит на диванчике, с членом в полуэректильном состоянии, думая, вот если ответит и скажет, я не сплю, могу приехать, то вообще красота. Нет, дорогие мои. Личные границы бывают абсолютно разными. Кстати, по поводу личных границ. У меня есть бесплатный интенсив. Я такая одна, удобная или уникальная. Там первая тема на этом интенсиве как раз касается границ личного пространства. Очень многие девушки даже не подозревают, что, например, находятся в связи либо в отношениях с абьюзером, спихивая все это на сложность мужского характера, например. Хотя уже сами находятся в очень сильной зависимости. Другая часть девушек не понимает, что они, например, находятся рядом с интеллектуальным насильником, который обесценивает там, знания, действия ваши, поступки, проявления какие-то. А есть женщины, которые находятся рядом с человеком, который нарушает постоянно сексуальные границы. То есть границ личного пространства много. И кроме того, что мы обсуждаем сейчас в этой теме, многие женщины даже не подозревают, какими они могут быть. И постепенно, когда вы входите в отношения с мужчиной, доверяете ему, влюбляетесь в него, привыкаете к нему, вы сталкиваетесь с ситуациями, в которых границы стерты, вы превращаетесь в жертву, мужчина пользуется вами. В конечном итоге это низкая самооценка, масса установок, убеждений. Если вы хотите разобраться в этой теме более подробно, и максимально обезопасить свои границы личного пространства, под этим видео есть ссылочка. Переходите по ней, регистрируйтесь и принимайте участие из любой точки мира, где бы вы ни находились. Третье правило. Можно писать первой. Это вообще не имеет никакого значения, кто кому написал. Мне часто девушки пишут в сообщениях и задают вопросы. Марк, а можно понравившемуся мужчине написать первой? Отправить ему сообщение. Он мне нравится, я вот не знаю, как это сделать. Безусловно, прежде чем, если вам нравится мужчина, у вас есть возможность, допустим, собрать о нем хоть какую-то маломальскую информацию, тем более сейчас в социальных сетях это все очень доступно. Вы же видите, какие фотографии там у него выложены, чем он увлекается, какие у него хобби, круг общения, увлечения какие-то, чем он интересуется. Да, то есть, возможно, ваше первое сообщение можно увязать с его интересами и отправить ему. Ну, потому что многие девушки, допустим, пишут, ну, если красивый мужик, ну, если можно так сказать, конечно, красивый, там, брутальный мужик, наверняка он пользуется спросом у женщин. Ему там написывают каждый день по 50 человек. И каждый, ой, какой красавчик, ой, какой то, ой, какой это. Здесь очень важный момент. Ваша задача обратиться к мужчине, а не к его нарциссической части. Вот почувствуйте разницу. Когда женщина начинает входить в контакт с мужчиной с позиции обращения к его нарциссической части, а эта часть присутствует у всех,
мужчина может просто-напросто оставить эту женщину на дистанции как инструмент подтверждения своей значимости. То есть он пользуется тем, что она постоянно присылает ему комплименты, рассказывает, какой он красивый, какой он классный, какие у него глаза, какие у него руки. Это все женская история. Вы можете подруге своей написать: слушайте, у тебя такие классные сапожки, или там классная грудь. Это можно девочке может написать. С мужчинами такая история не проходит. Поэтому, когда вы пишете первый, вы должны понимать, это нормально, но подача и заход должны быть тоже какими-то привязанными к чему-то. То есть не просто от балды. Привет, как дела, давай познакомимся. Ну, привет, как дела, давай. Ну что дальше? Ну что дальше? А вот если вы пишете, я вам приведу очень простой пример. У меня есть семейная пара, муж и жена. Муж был поваром. Повар. И я вам просто привожу конкретный пример того, как мужчина откликнулся на общение с женщиной. Пишут ему разные девушки: вау, это так круто, когда мужчина на кухне. Ну, и в комментариях об этом пишут ему в Инстаграм, там, и в личные сообщения. О боже, это так сексуально, когда мужчина нарезает, там мясо. То есть, вы чувствуете, да, это все обращение к нарциссической части. Это потешить самолюбие. И он, конечно, тешит его. А его супруга что написал? Как вы думаете? Я вам скажу. Она написала и попросила: скажите, пожалуйста, а я попробовала сделать салат, вот о котором у вас написано в рецепте. Только вместо куриной грудки случайно купила грудку индейки. И он, мне кажется, другой по вкусу совершенно получился. А можно вообще использовать грудку индейки? Внимание. То есть здесь уже как бы задевается экспертная часть мужчины. Потому что он же... Каждый мужик хочет себя почувствовать героем перед женщиной. Если тут женщина, ему пишет про эту грудку индюшачью. Он, естественно, и отвечает. Я говорю: да, конечно, можно там использовать и такую. А в принципе, вы можете использовать и это, и это. Она говорит: слушайте, а у меня есть такой классный рецепт. Хотите, я вам пришлю? Он говорит: ну, давайте посмотрим. И завязывается переписка, и люди общаются. В конечном итоге они встречаются. У них есть основания о чем-то поговорить. Поэтому запомните раз и навсегда. Писать первое можно. Но перед тем, как вы напишете, вы должны понять, с какой темой вы войдете в информационное пространство мужчин. Вот у меня к вам вопрос даже есть. Если кто-то из вас писал первой мужчине, как вы это делали? Как вы прочувствовали информационное поле мужчины и какое сообщение отправляли, чтобы быть уверены на 100%, что он вам ответит? Напишите об этом в комментариях. Возможно, кто-то из девушек, которые здесь смотрят это видео, почерпнут что-то новое для себя, исходя даже из ваших историй и, возможно, ваших рекомендаций и советов. 4 правило. Никаких манипуляций. Вот есть категория женщин, и я уверен на 100%, что некоторые из вас даже смотрят это видео, которые были на разных тренингах, семинарах, посмотрели какие-то в Ютубе, возможно, ролики, рекомендации подруг, где вам сказали о том, что в переписке с мужчиной нужно держать его на такой дистанции, то приближая к себе, то отдаляя от себя. То есть вроде бы вы такая вся активная с ним в переписке, потом раз пропадаете, куда-то такая пауза, потом опять появились. Потом опять пауза, опять появились. Слушайте, вот я вам просто приведу пример. Для мужчины, который к примеру, 25 девушек рассматривает вас как одну из претенденток на кратковременные отношения и быстрый секс, это вообще ни о чем не значащая переписка. Что вы там отдалились, что приблизились, у него и таких знаете сколько, как вы, еще очень много. А вот для мужчины, которого вы действительно зацепили и понравились ему, для него подобная переписка станет звоночком и сигналом. И я объясню почему. Если это уважающий себя мужчина, он всегда ценит свое время. Потому что у него расписан день, у него есть встречи, у него есть обязательства, у него достаточно много вопросов, которыми наполнено его сознание. И когда он нарывается на вот такую переписку с женщиной, где он чувствует манипуляцию какую-то и игру,
она выводит его из равновесия. И так как вы для него еще мало знакомый человек, ставя на одну чашу весов свой бизнес, либо свою работу, свое развитие, а на другую вас, мало незнакомую девушку, женщину, он, конечно, выберет себя и свои увлечения и занятия. И вы со своими манипуляциями пойдете подбухивать винишко сухое с подружкой в баре за барной стойкой, рассуждая о том, какие вы все блатные там и супер могучие в переписке. Нет. Если вы чувствуете, что мужчина вам симпатичен, вам приятно с ним общаться, он идет на контакт, вы понимаете друг друга, не надо никем манипулировать. Это раз. Во-вторых, еще момент очень важный. Пришла ко мне одна девушка. Я привожу просто пример. Приходит девушка и говорит: Марк, я, значит, вот в переписке использую там один прием, который услышала, увидела на Ютубе у одного эксперта. Вот. И как бы, ну как сказать, я вот вроде бы с одной стороны следую этим правилам, а с другой стороны сама постоянно нахожусь в состоянии тревожности. А почему? Вот вы просто будьте внимательны. Женщина со здоровой самооценкой никогда не будет никем манипулировать. Женщина с нездоровой самооценкой будет. Но женщина с нездоровой самооценкой делает это не потому, что ей все пофиг. Она это делает через страх. И большая часть женщин, которые манипулируют мужчинами, они находятся в страхе, что он им никогда больше не напишет. То есть вы и сами тревожитесь, разрушаете себя, свой организм, и нервную систему свою ушатываете, убиваете. И еще и с мужчиной портите отношения. Вот эти идиоты, которые вам рассказывают про манипуляции в переписке, дистанция, то приблизь, то отдали, эмоциональные качели устраивать, то я с тобой хочу быть, то я не хочу быть, то мы будем вместе, то у меня что-то накрыло, утром она тебе пишет: солнышко, доброе утро, а вечером она тебя игнорирует, даже не отвечает. А мужчина ей задает вопрос: а ты как бы вообще с тобой все в порядке? Она говорит: ну у меня было такое настроение. Я вам расскажу теперь позицию мужчины. Причем это мужчины, которых вы вроде бы хотите встретить. То есть зрелого, адекватного, успешного мужчину. И общаюсь я с одним из них. Он мне говорит: я переписываюсь с девушкой. И чувствую, что в нашем общении только на фоне переписки мое состояние становится хуже. Ты же представляешь, я познакомился с ней, и мы начали переписываться. И у меня нервная система шалит, раздражительность, я плохо сплю, я рассеян, мне не получается сконцентрироваться на работе. Я спрашиваю, почему? Он показывает переписку. В этой переписке ощущение, что по ту сторону самая настоящая шизофреничка находится. Сначала она ему пишет о том, как здорово, что в мире есть такие мужчины. Безусловно, это приятно любому человеку. После этого она говорит: мы с тобой спишемся в 18:00. Он ей пишет, она не отвечает ни на какие сообщения, иногда даже может прочитать и не отвечать. А на утро пишет: прости, у меня было плохое настроение. После этого, он не знает, как себя вести. То есть непредсказуемость полнейшая. И ситуация очень простая. Человек просто принял решение: я ставлю точку в общении с этим человеком. Почему? Потому что неизвестно, в следующий раз она напишет: котенок, солнышко. Это опять как бы реальная история, либо она исправилась. Зачем? Зачем? Если вам нравится невротическая среда, вы можете купить самые дешевые телефоны, на которые приходит СМС, подъехать к зданию психиатрической клиники и перебросить через забор во время летней прогулки людей в пижамах. Они с удовольствием с вами пообщаются. Главное, чтобы вы потом туда не попали. Как-то так. Поделитесь, а что все-таки делать, если вот, например, девушке понравился какой-то достойный, интересный мужчина, прям классный, интересы схожие, и все классно, прям такой, а переписку тут не клеится. Вот как не манипулировать, если вот тут не склеивается ничего, что делать? Не склеивается почему? Он занятой? А бывает такое, что если мужчина тут не обращает внимания, есть же какие-то способы? Нет, здесь важно очень понять. Есть категория мужчин, которые в принципе не готовы ни к отношениям, либо у них есть отношения, либо он очень занятой всегда. И вот женщина ему и пишет, и с одной стороны, и с другой: привет, как дела? Здесь важно тоже не быть навязчивой. Да, у каждого человека есть возможность и степень определения для себя комфортного состояния.
Вот когда, я приведу даже такой пример. Одна девушка, помню, говорит мне, я сначала писала по-хорошему, потом по-плохому, потом прислала ему фотографию топлес, но типа руками-то прикрыла эти соски, а потом прислала ему фотографию чуть ли там уже не полностью обнаженная, а он все получает их, видно, что читает, и вообще ноль реакции. Она потом вечером приходит, смс и говорит, пишет ей, значит, ну, там, ну, к примеру, там говорит, Катя, можно тебя попросить, пожалуйста, не писать по выходным мне в субботу и воскресенье, потому что я воскресный папа, и я очень много времени провожу с детьми, у меня их 2. И дело в том, что все сообщения, которые ты мне присылала, читали мои дети. Вот. А им там одному 6 лет, а другому 8. И они в папином телефоне сидели, смотрели мультики. Пока папа им готовил еду, блин, понимаешь? А она ему херячит там, значит, как дела, как настроение, как то, ну куда же ты пропал? Ну а что дети мультики смотрят, там, ну открыли, что, читать будут? А тут полетели фотографии. И уже когда старший прибегает и говорит, папа, там какая-то тетя тебе сиси показывает, у него волосы дыбом стали, он говорит, что ты делаешь? Здесь важно тоже как бы и навязчивой не быть, и многие моменты осознавать для себя. Ну что, девушки, самое долгожданное правило в общении с мужчиной в переписке. Как вы думаете, какое? Может быть, это что-то там на французском ему нужно отправить? Нет. Это использовать голосовые сообщения. И я вам сейчас объясню, почему. Когда ваш мужчина, мы же рассуждаем про какого мужчину? Мы говорим про мужчину успешного, занятого, у которого целей много в жизни, он там что-то планирует, к чему-то идет. То есть, в принципе, у него могут быть перед глазами текстовые документы всегда. То есть, для него текст – это привычное состояние. Ему пишут друзья, ему пишет мама, ему пишет партнер по бизнесу. То есть, в принципе, вот на фоне этого информационного потока он не как бы особо-то и будет восприимчив к тому, что вы ему напишете. Тем более, если отношения только начинаются. Но если вы очень приятным голосочком, знаете, вот такой посыл должен быть, как вот мужчина слушает ваш голос, а у него ассоциация, как будто бы вы голенькая лежите уже. И это так сообщение ему, так тянетесь к телефону, знаете, так на коленочках, попочку так прогнули, и ему, значит, туда говорите что-то. Вот в этот момент у мужчины, безусловно, внутри срабатывают совершенно другие реакции. Я вам объясню почему. Причем интонация и громкость голоса должны быть такими, чтобы на фоне тех звуков, которые его окружают, это явно выражалось. Не орать ему в трубку «Привет, как дела?» Нет, это тоже будет выражаться на фоне других звуков. Наоборот, в уменьшительно-сексуально-ласкательную форму. Я объясню почему. Вот мы общаемся, сидим даже там в офисе с ребятами, примерно на одном уровне звучания децибельном, да, у нас такой звук издается, восприятие голосовых сигналов. А тут, допустим, жена звонит и таким же голосом говорит тебе: «Привет, как дела, что там у тебя нового?» А таким же голосом только что мне говорил мой партнер по бизнесу. Разницы никакой. А когда женщина тебе, например, отправляет сообщение и говорит: «Солнышко», или там «Хороший мой», или там, ну не знаю, там, «Гриша, как проходит твой день? Мне кажется, ты так много работаешь. Может быть, тебе стоит отдохнуть и выпить чашечку кофе?» Гриша будет переслушивать это сообщение. Понимаете? Ему будет приятно, что там есть и забота, там есть и внимание. Но большую часть как бы на себя заберет подача, с которой вы это сделаете. Вот эти вот сообщения, там, смайлик прислать. Ну, смайлики, ну да, ну и что дальше? Это, знаете, я вот как отношусь к смайликам. Это способ с минимальными энергозатратами выразить эмоцию. То есть, как бы можно же написать человеку, к примеру: «Мне очень приятно твое внимание». А можно отправить вот такой смайлик. Понимаете? То есть, как бы разницу чувствуете? Просто смайл вот такой прилетел. Либо «Мне очень приятна твоя забота». Чувствуете разницу? Или вы, например, пишете, там, отправляете мужчине какое-то сообщение и ставите там какой-то значок улыбающийся. А представьте, вы голосом записываете: «Твое сообщение заставило меня улыбнуться».
А мужчина вообще кайфует, когда женщина от его рассказов смеется, улыбается, когда женщина реагирует как-то. То есть в общении с вами мужчина начинает раскрывать, возможно, даже новую и незнакомую грань для себя. Я вам даже приведу такой пример. У меня был в терапии мужчина, который много лет находился в общении с женщиной эмоционально недоступной. То есть он никогда от нее не слышал признаний в любви. Вот женщина ему никогда не говорила, что она его любит. Представляете? И когда он даже просил ее, говорит: а что ты меня не признаешься в любви? Он всегда говорил, она ему всегда говорила: я не знаю, как это и что это. Вот вы вдумаетесь в это. Я не знаю, как это признаваться в любви. И в конечном итоге они расстались. И знаете, почему он пришел? Он привык к этому состоянию. И теперь, когда он вошел в отношения с новой девушкой, он говорит: а она другая. Она вот мне делает комплименты, а мне то стыдно, то чувство вины, то еще что-то. Или я сижу, она мне присылает сообщение и может там 3 минуты в этом голосовом сообщении рассказывать мне о том, какой я классный у нее. А у меня смешанные чувства. Я вроде бы принимаю это, вроде бы и не принимаю. Но вы должны запомнить раз и навсегда, что мужчины любят, когда женщины общаются с ними утонченно, сексуально, нежно и ласково. Поэтому, если выбирать между перепиской и звуковым сообщением голосовым, лучше это сделать в голосовом сообщении. Так вот, переписка с мужчиной – это одна составляющая часть. То есть, если вы хотите быть с достойным мужчиной. У меня, кстати, на интенсиве «Я такая одна, удобная или уникальная» есть целый отдельный вебинар. Как выйти замуж за достойного мужчину. И я там очень подробно рассказываю про все этапы. От знакомства, даже не от знакомства, а от того момента, когда вы там сидите в кафе, увидели друг друга. И рассказываю о тех гормонах, например, которые начинают вырабатываться в вашем организме и его. Вы об этом никогда нигде не слышали. Вам кто-то рассказывал про такое? Нет. А на этом вебинаре я рассказываю от первого взгляда и до создания семьи. Как выйти на контакт с мужчиной, пройти этап влюбленности, развития отношений, чтобы стать женой, чтобы родить детей, и чтобы быть счастливой, самое главное. Поэтому, если хотите, под этим видео есть ссылочка. Нажимайте на нее и из любой точки мира принимайте участие. Я очень верю, что это видео было полезным для вас. Увидимся в ближайшее время. Пока-пока.